Всем привет! С вами Коцунеку. Сегодня мы будем вскрывать недавно мною купленную приставку, клон Мегадрайва. В общем, что можете посмотреть у себя на канале, я выкладывал видео о том, что игры идут замедленно, и это не есть хорошо. Поэтому мы будем ее модернизировать из 50 Гц в 60 Гц, потому что она идет в режиме PAL, а нам нужно перейти в NTSC. Здесь есть переключатели, вот эти вот, но они как бы и не работают. Я вот запускал японский картридж, переключал вот этот тумблер в положение B, то есть якобы в PAL, но он идет как мегакей, скорее всего это региональное переключение и все. Вот. Смотрим, здесь у нас мешаться будет вот эта липучка, мы ее уберем и открутим 4 болта. Итак, приступим с удалением перемычки. Перемычки, извиняюсь, с пломбы. Вот. Такие думаете, такой охрененно здоровый нож. Взял бы канцелярский, там дырочка. Смотрите, идеально все отрезалось. Как бы все не шокулевские. Так. Убираем в стороночку. И откручиваем болты. Первый. Пошел. Так, момент. Сразу же мы его вытряхиваем. Убираем в сторонку. Второй. Далее. Третий. Что-то с фокусом творится, неизвестно. Еще разок. Он у меня вылетел. Вот он. И последний. Все. Болтики я уберу в сторонку, чтобы не мешались. Отверточку тоже уберем. Эту крышку мы снимать не будем, она нам в принципе-то и не мешается. И аккуратненько пытаемся... даже так. Вуаля! Что мы здесь видим? Ну, как бы так. Фу, воняет-то как капец. Запах ужасный. Эта штука у нас как-то сидит под наклоном. Ну да ладно, трогать мы ее не будем. Что мы здесь видим? Микрик, сброс, пронумерован как switch номер 2 reset. Смотрите, здесь есть LED 1, видимо, светодиодик, сюда можно впаять, и мы, возможно, увидим индикацию включения питания, которой, в принципе, так не хватает. Так, что еще тут есть? И вот здесь вот указана ревизия, да, я так понял. Вот DW 162
1.0.4J и ревизия 1.3. Так, ну здесь что у нас дальше идет? Как видите, сам разъем под картриджи с чипом. Капли отсутствуют. И платка с питанием и видеовыходом. Нам нужно, как бы вам сейчас показать. Ну еще могу показать, какой процессор здесь. Кому интересно или как он, микросхемка это. Видно, да? TCT 6801. Нам нужно что сделать? Убрать перемычку. Перемычка у нас в виде олова. И находится, получается, если на приставку смотреть, вот так вот, ровно, она у нас находится справа, где я указываю зубочисткой. Тут написано ТВ6/5. Вот этот припой мы просто убираем, и мы тем самым переводим в приставку режим 60 Гц. С 50 в 60. То есть можно сделать, вывести какой-нибудь тумблер, либо переключатель. Я, наверное, сейчас выведу просто два проводка. Где-нибудь, возможно, вот здесь, в радиаторе. То есть для охлаждения отсеки. Ну, либо на стенку вешать можно. В планах, видимо, было. Либо здесь. Посмотрим, где удобнее. Выведу. А вообще, по идее, можно было бы поставить вот здесь дырка, она никак не используется. Сюда вывести какой-нибудь тумблер, чтобы его щелк-щелк переключал. В виде каких-нибудь вот таких вот переключателей, как расположены здесь. Но тоже его нужно тут здесь фиксировать как-то. Хотя, знаете, как можно сделать? Можно вывести через вот этот разъем. То есть открыл его, временное исполнение, проводок, два проводка скрутил вместе. Вот у тебя 50 Гц. Разогреем паяльник, найдем провод и приступим. Не, провод это я, наверное, потом выведу. Я сейчас просто припой смахну и все. Или не, или лучше сделать, как вы думаете? Я даже и не знаю. Ладно, посмотрим. Итак, в общем, я не нашел проводов никаких. То есть я нашел, но они сильно толстые, не подходящие для такой тонкой пайки. То есть для таких тонких контактов. В общем, сделаю переключатель в следующий раз. И то, может быть, я не знаю, зачем мне будет нужно назад переключаться, но хочу так. В общем, что мне понадобится, это этиловый спирт для того, чтобы снять остатки канифоля, ватные диски парочку и ватная палочка. Все. Ну и паяльник, как вы уже видите, 220 вольт на 25 ватт. Не сильно мощный, ничего мы тут не перегреем. Так что должно быть все окей. Главное, побольше кафоли берем. Ну что, приступим. Вуаля. Все. Смотрим. Вот у нас видим две капельки сейчас стало. Сверху, слева вот раз, вниз два. Они разъединены. И режим 60 Гц по идее включен.
остатки канифоля или как кому удобнее флюса можно убрать спиртом. Что мы сейчас и сделаем. Возьмем ватную палочку. Так, сейчас я еще сам погляжу. Да, все четко, ничего другое не задел. Берем ватную палочку. Не спрашивайте, где я взял, приобрел такой спирт. Там, где я брал, уже его давно нету. Медицинский. Все аккуратненько вытираем, чтобы никакой у нас фигни здесь не было. Чтобы было все чистенько. Видите, ватка немножко грязная. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрим. Все чисто. Еще раз покажу, кто не уловил мысль, в какое место смотрим. Вот сюда и вот сюда, между ними все чистенько. Перемычку я убрал. Капля была вот как вот здесь и здесь. То есть припоем соединены были. Ну, еще для пущей наглядности добавлю фото для рассмотрения подробного под описание видео. То есть, в описании видео добавлю фотки, в архиве скину. Ну и тут вставлю. Все отключаю, собираю. Сделал я модификацию. И что, проверим, какие там 60 Гц NTSC. Будем проверять на Double Dragon. Помните, медленно прыгал в ней чувачок Билли. И на Мече Магия 3 там у нас вроде как и музыка тормозила, и стрелы летали с тормозами. И переключение тоже как по меню навигации тормозная была. Давайте проверим. Ну как тормозная? Замедленная. Заторможенная, так сказать. Смотрим. У меня 4 к 3 все стоит. Не люблю растягивать на весь экран, потому что картинка деформируется и изображение искажается. По музыке я ничего сказать не могу, надо сравнивать с видео. По-моему, пободрее стало. Мне такое ощущение, или цветовая гамма поменялась, что ли, нет? Нет. Как переключается через раз. Это, видимо, особенности игры. Попробуем попередвигаться и пострелять. По-моему, хрен его знает, ребят. Давайте Double Dragon.
А где же у меня музыка наблюдалась медленная? Где-то я замечал. А, Бугермене, по-моему. Не знаю. Но музыка пободрее стала, заметно. А не, прыгает это он. Ну-ка, сдохните. Сейчас я их убью. Нормально попробую прыжок. Да не, пободрее прыгает, заметно же. Да. И музыка быстрее стала, нормально. Как и должно быть. Да, вот здесь заметно. А ну-ка я не поленюсь, схожу, возьму Бугермена. Так, в общем, набрал я Road Russian, сейчас воткну. Третий. Короче, пока я пытался запустить Road Rush, точнее, в процессе, у меня сдохла батарейка на аппарате, с помощью которого я снимаю видео. Короче, поставил я аккумулятор на зарядку, а сам включил Double Dragon и прошел до сколько, 4-5 уровней, да, на 5-м уровне практически в начале я запоролся, там меня 2 больших дядьки забили до смерти. В общем, что, пробуем, смотрим, как Road Rush у нас. Сейчас я сброс сделаю, слушаем. Я вот не знаю, знатоки, подскажите, есть ли изменения или нет. К сожалению, я не могу вывести как аудио, так и видео сигнал на... Ну, непосредственно захватить его. У меня нету карты захвата. Показать только могу так. Если честно, я уже не помню, как звучало до этого. Я думаю, знаете, что мы с вами сделаем? Я найду все-таки... Короче, я найду 2 провода, соответствующих по длине и сечению. Подпаяюсь, выведу тумблер, у меня есть. Точнее, не тумблер, а переключатель. И мы попробуем непосредственно во время игры попереключаться. Либо, ну, это сделать сразу, можно сказать, как не на ходу, а ну, с быстрым, короче, переключением, и посмотрим эффект. А сейчас пока вот как-то так. Давайте попробуем поставить Бугермена. Кстати, ту плату, которая не запускалась, я пробовал включать. Ничего сверхъестественного не произошло. То есть она у нас не заработала. Так, Бугермен. Ну вот мне кажется, что до этого была намного медленнее музыка. И трава зеленее, и солнце ярче светит, да, когда переключились в 60 Гц. И вообще переключились им или нет. Потому что, как я посмотрел, чуваки, которые переключались, у них там и транзистор там стоял на плате. Именно на той, где картридж устанавливается в микросхеме. И у меня такое отсутствует. И чип сам другой немножко.
есть, ну, вроде все как бы вроде бы лучше. Но я вам говорю, попробую, видео дополню. Будем пробовать на ходу, смотреть изменения. Ну а пока все.